В маленьком городке Сандерхилл, окруженном лесами и полями, жизнь текла спокойно. Здесь редко происходили трагедии, и родители спокойно отпускали детей в школу без страха. Начальная школа Сандерхилл Элементари была известна своей безопасной атмосферой, теплыми учителями и активной родительской ассоциацией. 1 октября стало днем, который врезался в память каждого жителя города. В 9 часов 17 минут утра ровно 25 учеников младших классов, дети от 6 до 9 лет, погибли одновременно. Они находились в разных классах, кабинетах и даже на перемене. Никто не кричал, никто не звал на помощь. Все просто упали на пол, без признаков жизни. Скорая помощь прибыла быстро, но спасти было некого. Врачи не могли найти ни травм, ни следов удушья, ни ядов в организме. Все выглядело так, словно сердца у детей просто перестали биться в один миг, как по сигналу. Город был парализован горем. Все знали этих детей. Люк Уокер, Элли Грант, Бенни Харрис, Софи Келлер, Чарли Браун, Эмили Стоун, Томми Миллер, Кайла Рид, Джейк Купер, Оливия Скотт, Ноа Блейк, Хейзел Грин, Макс Джонсон, Роуз Брукс, Сэм Питерс, Ханна Бёртон, Зак Тейлор, Лили Уайт, Оуэн Дэвис, Нора Стивенс, Кевин Лоу, Джой Эванс, Люси Картер, Майла Грей и Изабелла Найт. Все они были любимыми детьми, чьи фотографии висели на стендах школы. Похороны решили провести в один день. На кладбище выстроили 25 маленьких белых гробов, укрытых цветами и мягкими игрушками. Люди рыдали, священник не мог сдержать голос. Но именно во время церемонии все заметили одну странную деталь. На каждом гробу среди венков и игрушек лежала игрушка совы. Маленькая плюшевая сова с серыми крыльями и черными глазами. Они были абсолютно одинаковыми от швов до выцветшего цвета ткани. Родители в недоумении переглядывались. Никто из них не приносил такие игрушки. Вскоре выяснилось, что все 25 детей принесли этих сов в школу за день до трагедии. Учителя вспоминали, как дети играли ими во время перемены, прятали в рюкзаках и даже рисовали сов на доске. Когда администрация школы начала проверку, они обнаружили кое-что еще. В библиотеке, в задней комнате, которой давно не пользовались, была найдена старая книжка без обложки, со стертыми буквами. На последней странице было написано от руки: 25 сов, 25 душ. Скажи имена, и они проснутся. Смотри в глаза, и они придут. Никто не знал, кто написал эти строки. Камеры наблюдения в школе зафиксировали, как дети входили в библиотеку группами, хотя им туда не разрешалось. А самое тревожное, на кадрах ни один взрослый не видел, чтобы кто-то дал детям этих сов. Но все 25 игрушек оказались у них уже к утру трагедии. Эксперты, изучив ткань и наполнитель, заявили, что таких игрушек никогда не производилось массово. Они были шиты вручную из старинного материала, и внутри у каждой находился крошечный ключик из темного металла. Все ключики были разной формы, как будто от чего-то древнего, забытого. Город охватила паника. Полиция попыталась сжечь игрушки, но ткань не воспламенялась. Тогда их отправили в изолированный архив. Однако через неделю на стене школы появилась надпись, выцарапанная острым предметом. Они проснулись. Они не хотят обратно. Только тогда все поняли. Это было не совпадение, не вирус, не техническая ошибка. Это было пробуждение. И дети, возможно, были не жертвами, а первыми, кто открыл дверь. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.